Так, это что надо? Трактор какой-то, да? Ну что, наконец-то мы выбрались. Едем в другое место. Там много снега. Едем вниз на новую локацию. Оставайтесь с нами. Друзья, всем привет! Судя по лайкам и по просмотрам, вам очень понравилось блюдо пролобио, которое мы готовили в афганском казане. Мы решили приехать опять на это же место. Ну, вообще мы хотели приехать в другое место, но вы видели, да, что там было? Приключения какие были у нас, да? Да, но мы спустились опять сюда, снега много, пока что готовим здесь. Потом будем ездить по разным местам, будет все красиво. Блюдо у нас сегодня опять простое, но очень вкусное и легендарное. Блюдо называется пити, или еще его называют пити-шеки. Это азербайджанское блюдо, которое готовится 10 часов, всю ночь, томится. Я решил попробовать приготовить его в афганском казане. Ингредиенты все те же, готовиться будет так же, то есть будет тушиться, вариться, но в афганском казане при большом давлении. Посмотрим, что из этого выйдет. Оставайтесь с нами. Для этого блюда я выбрал мясо с бараньих голяшек. Оно очень вкусное и нежное, мне нравится. Лук, курдюк. Обязательный ингредиент этого блюда аль-бухара. Это сушеная слива красная. Нут. Я его замочил заранее на ночь. Он набух и уже готов к тому, чтобы его готовить. Ну и, конечно, какое же азербайджанское блюдо без чая. Так что греться будем чаем сегодня. Самовар вы этот уже видели. Будем готовить в нем. По специям у нас соль, шафран, икра, говорит, баклажанная заморская. Очень дорогая приправа, но без этого не готовится пити. И здесь сумах. Черный перец, как всегда наша перцемолка. Ну и афганский казан. Кстати, много было вопросов, где его купить, продай мне казан. Мы казанами не торгуем. Этот казан я приобрел в интернет-магазине «Восточная сказка». На них мы оставим ссылку под описанием этого ролика. Так, нужно засыпать нут. Отправляем мясо. Нарежем лук. Отправляем лук в казан. И еще половину луковицы будет достаточно. Нарежем курдюк. Переложим курдюк в казан. Теперь это нужно все приправить. Забыл. Самое основное. Вот это труднее было достать, чем шафран. Но на рынках, в основном, где с Узбекистана, торгуют орехами, финиками, вот это называется аль-бухара. Вот этого добавим. Это, я так понял, дает кислинку блюду. Вот так будет достаточно. Ну, еще на всякий случай парочку.
В общем, это красная слива сушеная, особый какой-то вид. Она кислая и на вкус она как пастила. Вот когда на стекле делают варенье, а потом сушат и кушают. Вот точно такой же вкус. Так, ну что, Рифат, надо это все посолить. И дай угадаю, поперчить, да? Не может быть. Да. Ни одно блюдо без этого не обходится. Вообще, когда другие ролики, когда смотришь у кого-нибудь, когда кто-то говорит посолить, ты уже знаешь, что будет В дальше. следующем, да? Различие только в том, что кто-то говорит поперчить, а кто-то говорит поперчить. Извечный вопрос, как правильно? Да. Так, ну что, перчим? Перчим. Молотый, и еще я добавлю горошка. Ну и нужно залить воды, конечно же. Потому что это суп. Достаточно 2,5 литра. Так, накрываем. Подожди, про перец мы поговорили, а шафран-то ты не добавил. То, что сказал самое главное в блюде, сам не добавил. Конечно же, да. Вот это самая дорогая в мире специя. Но, говорят, без этой специи это блюдо не то. Она придаст цвет, свой аромат. Вот теперь уже точно закрываем. И отправляем на огонь. Все, 45 минут будет готовиться. Потом мы вам покажем, что там произошло. И, кстати, я еще хотел поговорить насчет этого блюда. Как я уже говорил, блюдо готовится 10 часов, томится в таких горшочках индивидуальных, как чанахи. А это пяти называется. И оно так медленно-медленно тушится, и потом получается нереально вкусно. 10 часов это долго ждать. Поэтому посмотрим, что сделает этот афганский казан с этим блюдом. Если будет так же вкусно, то зачем ждать 10 часов? Ну а пока наше блюдо готовится, у меня для вас есть сюрприз. Вот такой афганский казан, точно такой же, как у нас. Я сам лично отправлю и подарю своему подписчику. А условия, чтобы узнать для розыгрыша, вам нужно перейти на нашу страницу Instagram, там все есть. Ссылку на наш Instagram мы оставим в закрепленном комментарии под этим видео. Что, Рифат, заварим чай. Сегодня будем заваривать горный чай, кавказский. Вот все эти травы здесь растут, но только весной и летом. Так, а где чай, Рифат? Вот он. Ага. Есть, товар есть. На Кавказе одни из лучших трав Да, горных, самая лучшая трава на Кавказе. душистая. Да, чебрец, конечно, всегда впереди. Запах дает. Давай, не терпится уже Так, попробовать этот чай. А это что? а это железница. Это в Греции растет трава. Меня угостили. Очень вкусная тоже. Ее можно пить и отдельно, просто ее. Но я смешиваю с нашими травами. В общем, дружба народов получается. Афганский казан, азербайджанское блюдо, кавказские травы, греческие травы. В общем, все хорошо, когда все вместе.
Такая красота. Сейчас самовар закипит, зальем кипятком и будем наслаждаться чаем. Здесь как раз он сейчас прогреется. Вот отсюда, кстати, пар идет. Покажи, Рифат. Воду наливает, в турецкий самовар воду наливают с краю. И отсюда же идет пар. Потом настаивается чай на водяной бане. И какая красота. Это аист. Он принесет и нам, и вам удачу. Очень редкая птица. Мы с Рифатом ее видим уже второй раз. Да, второй раз она уже к нам прилетает. Причем один раз она была в Пятигорске, а сейчас она в Карачаево-Черкесии. Какая красивая птица. Ну что, друзья, это был очень хороший знак. Аист приносит удачу. Участвуйте в розыгрыше. Мы их будем проводить регулярно. Вы будете получать призы. Мы будем радоваться за вас. В общем, всем будет хорошо. Всем удачи. Самовар пыхтит. Казан пыхтит. От этого становится тепло и хорошо. Так, убираем трубу. И выпускаем кракена. Ну что, Рифат, по чайку? С удовольствием. Я люблю сахар так закидывать и запивать его, чем сюда забрасывать. Да. Ну как тебе? Отлично. Горные травы. Это просто сказка. Прошло 45 минут. Снимаем казан. Вытаскиваем клапана. И шоу-программа начинается, да? Да. Fire show. Можно, кстати, на дискотеку сдавать в аренду. Поиграться тоже интересно. Рифат, пока казан выпускает последний пар, нам нужно подготовить тарелки для жидкого. Значит, накрошим сухой лаваш. Как хаш. Это блюдо как первое, так и второе. Сначала крошится лаваш, сюда будем наливать бульон, а в эти тарелки будем выкладывать мясо, нут, лук, курдюк. И это будет у нас второе блюдо. Все, сюда будем разливать бульон, а сюда будем ложить наши вкусности. Мясо, нут, лук, курдюк. Все, пар весь вышел. Снимаем крышку. Ух ты, аромат какой, а? Аромат, да, еще даже когда готовился, уже тогда. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Такой наваристый бульон я первый раз вижу. А цвет какой, посмотри.
Шафран и курдюк какой цвет, да. Так, ну что, Ну-ка, давай. сначала наливаем бульон. Посмотри, какой бульон. Вау. Красота. И теперь сюда нужно добавить сумах. Где у нас сумах? Это нужно все приправить сумахом. Рифат, это тебе. Ух. Красота. Теперь я налью себе. Бульон нереального цвета. Ну, собственно говоря, 5 у нас получилось это блюдо. Ровно так же, как оно готовится в горшочках. Цвет у бульона красивый, наваристый. Сейчас посмотрим, что там у нас с мясом и с горохом. Проварились ли они. И будем дегустировать. И достанем мясо. Дрожит. Так. Еще мясо. Вот так. Одному мужчине хватит. Сюда тоже мы добавим сумах. Очень красивое блюдо. Когда готовили, казалось простое, да, Рифат? Да. Вроде ничего не положили, а выглядит как, посмотри. Оно и выглядит эффектно. Давай покажем, Я как думаю, сварилась, вкусно. как сварилась баранина. Вот. Посмотри. Некоторые так едят. Вот все вместе с горохом. Мясо разминают. Вот такое делают, как пюре, кашу. Аль-бухару туда добавляют. Вот так перемешивают. Некоторые в лаваш заворачивают, потом кушают. Некоторые вот так. В общем, кому как нравится. Я вот так попробую. Это очень вкусно. Я ел 5 в горшочках. Вкус один в один. Конечно, если хочется приготовить аутентичное блюдо, в горшочках это все красиво, долго, подача красивая. Но если хочется поесть именно это блюдо и приготовить его быстро, афганский казан — это просто находка. Так, ну что, Рифат, давай попробуем бульон. Цвет, конечно, вообще. Сначала бульон без лаваша. Рифат, ну вот как пахло здесь 45 минут, такой же и на вкус бульон. Ну ты сейчас сам попробуешь, сейчас мы людям расскажем. Это очень вкусно. Шафран, вот насколько он дорогой, настолько он и нужен в этом блюде, потому что аромат нереальный и цвет очень красивый дала эта специя. Ну, с сухим лавашом вообще шикарно. Вот мясо. Только так залетает, да? Ну, просто туда затекает. Да. Но что я хочу сказать, Рифат, что самое вкусное в этом блюде — это вот эта ягода. Вернее, да, слива, вот это аль-бухара. Я думал, честно говоря, что это так, ну, типа наш рецепт, вот надо ее положить. Но она очень вкусная, в вареном виде, очень вкусная. Поэтому В бульоне есть кислинка. Вот это в бульоне от неё, есть кислинка, и она сама по себе стала сладкая. Как будто кислоту дала, стала сладкая. Поэтому не пренебрегайте, постарайтесь ее найти, когда будете готовить это блюдо. Она очень вкусная. Солнышко уже заходит и холодает сразу. Моментально. В горах, да, холодает. Но у нас тут есть горячий бульон. И чай. О,
Кайф, да? Супер. Мне кажется, такой бульон любого на ноги поставит. Это точно. А мне еще понравилось то, что ты лаваш сюда этот сухой закинул. Кстати, вообще я последнее время... Откуда эта фишка? Ну, вообще это для хаша делают. Сухой лаваш. Потому что здесь я чуть-чуть насыпал, ну, чтобы жидкое было. А хаш кушают, засыпают сухой лаваш. Густой делают. Густой, и потом обычным лавашом кушаешь. Как мы щуку кушали лавашом, вот так же едят. Но у меня этот сухой лаваш дома всегда есть. Он хранится бесконечное количество времени. Сколько хочешь, он лежит, ему ничего не бывает. И его очень вкусно крошить вот такие бульоны всякие. Борщ я тоже люблю с лавашом. Сейчас попробуем, как ты делал. Давай. Так, не, я попробую мясо целиком. Слушай, мясо прям разварилось. Да. М. И почему я выбрал именно с голяшек мясо? Потому что оно очень нежное. Когда долго варится или тушится, оно очень нежное. Его даже вот жевать не надо, оно тает просто сразу. Ну что, друзья, как всегда, спасибо вам большое, что были с нами. Сегодня день у нас был нелегкий, вы видели. Мы к этому месту долго добирались, но не зря. Очень хорошо мы отдохнули на свежем воздухе, приготовили вот такое вкусное очень блюдо, вкусный чай. Я вам, как всегда, желаю выбираться почаще на природу, ездить, путешествовать, насколько, конечно, позволяет возможность. В общем, оставайтесь с нами, смотрите наши каналы, участвуйте в розыгрышах. Будем вместе готовить, отдыхать, гулять. Всем спасибо. Оставайтесь с нами.